Алиса веселится, танцы у реки. Ну, я вышла в не очень хорошем состоянии. Первый вопрос, который мне задали, был: где ваш брат? Врать нельзя, и я сказала правду. И это будет часовая морская, точнее речная прогулка по реке Шпрее вокруг города, и мы увидим все достопримечательности Берлина со стороны воды. А сейчас мы по просьбе Таи идем в Starbucks. Это Бранденбургские ворота, самая главная достопримечательность в Берлине. А Алиса купила себе маленького Мишу с надписью «Берлин». Да. В Берлине не так много мест для купания в сезон. В основном это какие-то речные пляжи. Но сегодня мы вам покажем одну уникальную локацию. Мы сегодня вам покажем такое одно инстаграмное место Берлина. Бассейны на реке. Итак, вход стоит 8 евро, билеты мы покупали по интернету заранее. Вот такой вот бассейн красивый, людей очень много, почти все шезлонги заняты. И еще у нас вышел такой сюрприз в кавычках, что Алису не пускают в бассейн, потому что маленькому ребенку даже в жилете нельзя. Она очень сильно расстроилась. И мы договорились, что я Алисе что-то куплю за это сегодня, да? Ты придумай, что ты хочешь, мы с тобой поедем в магазин, и ты выберешь себе. Договорились? Я тоже не понимаю, почему с ребенком нельзя, потому что мама, и она в жилете, вообще она умеет плавать, и я за ней смотрю, но нам не разрешили. Угу. Видишь, здесь вообще деток нет, одни взрослые получается. И вот такая вот ситуация неприятная. Плавучий общественный бассейн Бадешиф расположен в районе Ист-Харбор на реке Шпрей. Несмотря на урбанистический вид вокруг, этот комплекс – это оазис пляжного отдыха на песке с вкусными коктейлями и клубной музыкой. Билеты продаются с ограниченным временем посещения, и это всего 2 часа. Короче, судя по Тае, мы поняли, что очень холодно, да? Бассейн не подогревается. Открыли этот бассейн в 2004 году, и это переоборудованная старая баржа. Вода не такая холодная, как сказала Тая. Да? Нормально. Алиса очень зла на эту ситуацию, но уже как есть. Ты выбрала, что мы будем тебе покупать? Вот такой вид на город открывается. Река Шпрее в этом месте очень широкая. Дома вдали современные такие. А здесь есть еще вот такой вот участок. И за ним, вот видите, прямо там можно взять катамаран на прокат и поплавать на катамаране. Сколько стоит, мы не узнавали. В этом здании завода бывшего, кстати, очень красивый туалет. А вот здесь вот заводь с кувшинками, такая речная. Тут рядом с бассейнами есть бар с напитками, и Алиса пошла посмотреть, что же там такое. И плюс здесь достаточно зеленая территория, есть разные пальмочки и завезенный песок с шезлонгами. Да, и мы думаем, что это, конечно, территория бывшего какого-то предприятия. Перебью, это кто это? Это цапля? Да, прикольно. А что Вон она сидит. Здесь уточки плавают, да. И вот, как я говорила, что это территория какого-то завода старого. Вот один из его корпусов. Здесь песочек, детки могут покопаться, а вот очередь в бар. Алиса занимается чем может, потому что ей скучно, и она нудит каждую минуту, что она хочет уже уехать. А я не плаваю, потому что для меня вода очень холодная, мне очень холодно выходить, так как у нас нет полотенца. Полотенце есть, но вода 24 градуса там написано. И плюс перед тем, как зайти в бассейн, надо в душ пойти, а в душе холодная вода. Такая же, по-моему. Цаплю увидела, доц? А что ты там делаешь, расскажи.
Сейчас мы уже будем собираться, ехать домой, потому что Тая еще сегодня хочет в торговые центры. Что там хотела? Что ты хотела в торговых центрах? Ну, заходить по магазинам, что-нибудь посмотреть. Плюс мама обещала Алисе что-нибудь купить за то, что... Да, из-за того, Алисе что она подарок за то, что ее не пустили плавать, потому что она очень расстроилась. Ух ты, этот! Да. Бассейны неплохие, нам все понравилось, но, конечно, вот это вот то, что детям до 12 лет нельзя, нигде не пишется. И мы оплатили вход за Алису, естественно, этих денег нам никто не вернул, хотя сумма небольшая, ну вот уже как есть. А вы имеете в виду, что с маленькими детками сюда нельзя. Мы сегодня уезжаем из Берлина и на прощание решили заехать в еще одно красивое место. Это дворец Шарлоттенбург. И здесь же есть красивый парк. Изначально этот парк был просто шикарным подарком прусского короля Фридриха I своей супруге Софии Шарлотте Ганноверской. Ну а потом парк стал излюбленной резиденцией, и это одно из самых уютных и тихих мест для прогулок в Берлине. Здесь много теневых зон, аллеи красивых, фонтанчики. Сейчас мы туда дойдем, да? Да. И тут нет животных. Да, животных здесь нет. Здесь просто очень красивая территория, тихая, с дворцовым комплексом. Уникальность дворца в том, что он уцелел чудом после войны. Ежегодно замок посещает миллионы туристов. Нельзя сказать, что война совсем не оставила отпечатки на этом архитектурном строении. Дворец все же пострадал во время бомбежек, но был восстановлен в послевоенное время по уцелевшим чертежам. Пахнет? Сейчас дойдем до самого главного фонтана. К озеру, там такое озерцо есть, мы к нему выйдем, да? Да. Не подходи к краю только, хорошо? Что там? Птички ножка сломана. Ножка повреждена, да? Да. Ужас. Ну, я думаю, ее кто-то вылечит, наверное. Мама, она не идет. Не, у нее нормально все с ножкой, Алис, все хорошо. Она, видишь, поплыла. Много очень птиц, все их подкармливают здесь. Птичка погладит. Не-не-не, они убегут. Парк очень красивый, но солнце сегодня очень жарко. И мы сейчас попробуем обойти чуть-чуть по теневой зоне вокруг этого озера через мостик. И там реально тень, немножко можно охладиться. Сегодня вспомнили, что у Аси, у нашей в Инстаграме есть такая же точно фотография. Примерно на этих же ступеньках. Эта бабочка, знаешь, как называется? Махаон. Она сидит здесь, видишь? Не трогай, сломаешь ей крылышки, Алиса. Мне научу. Ко мне, пожалуйста. Она улетит сейчас сама на цветочек. Не трогай, потому что будет ей плохо. Вставай. Ты ее понесешь куда? В клумбу куда-то отпустишь? Ага. Давай. На цветочек посадим, да? Ага. Мы нашли бабочку, это я ее нашла. Ее надо отпустить. Ага, я хочу где-то в клубе отпустить. Сейчас мы будем ехать в сторону Польши. Сделаем остановку в Кракове на сутки. Отдохнем немножко, я посплю. Ну, я думаю, что уже через пару дней мы уже будем дома в Одессе. Ага. Вот так вот закончилось наше путешествие в Германию, в Берлин. Ну, в принципе, мы сюда не собирались, а ехали только для того, чтобы открыть визы, которые нам не открыли. И поэтому у нас поменялись все планы на эту осень. Мы поняли, что раз мы уже не летим в Штаты к Асе, мы будем делать максимально все возможное, чтобы Ася смогла сделать какой-то документ. Бюрократия — это, конечно, страшная штука. И чтобы она смогла прилететь к нам, либо прилететь в какую-то из европейских стран, и мы увиделись. Погуляли, перезагрузились перед дорогой, и нам пора ехать дальше.
Remember when you said it doesn't get better than. Я уже хочу быстрее попасть в Польшу. Скажу так, ну вот, никогда не хотела в Германию, да, но в силу обстоятельств мы здесь оказались, и это абсолютно не моя страна, здесь все чужое, чужой менталитет, очень много негатива. Сейчас машина отъедет, да расскажу. Начиная от людей, вот это вот все такое вообще чуждое, заканчивая какими-то мелочами заправки. На автобанах вообще заправок нет. Можно ехать 100 километров и просто вот бензин у тебя закончится. Ну и все, всем пофиг. У меня уже такое было сюда на въезде, потому что ну, мы не привыкли к этому. И я считаю, что у нас вот вообще Украина в этом плане одна из самых развитых стран. Германия отстает очень сильно. И вот сейчас мы заправились с огромным трудом. Проехали 100 километров, у меня уже стрелочка шкалила на 0, у меня уже был нервный тик. Слава богу, заправились. И много такого всего вот негативного. Туалеты платные на заправках, у нас такого вообще нет. Вот. И штрафы эти, парковки. Самое страшное в Берлине это парковки. Припарковаться абсолютно негде. Везде какие-то знаки, значок эвакуатора, везде платные паркинги. Эти паркоматы стоят, и не понимаешь, как там оплатить, что оплатить. Все на немецком. В общем, у меня уже пачка штрафов скопилась под дворником за эти дни. Я их просто выбросила, платить не буду. Ну и вот все такое вот по мелочам. И в куче набирается реально вот, ну, вообще не мое, не моя страна. Наверное, я еще очень долго не вернусь сюда. Ну, как-то так. Если честно, у нас эти дни, ну, для меня лично, были какими-то такими тяжелыми морально, из-за всего вместе, из-за визы, много было всего, много негатива. Мы жили у родственников, Алиса там творила делов в квартире, двери сломала балконные, вот, и оно как-то у меня накопилось, я устала морально, я уже хочу домой, хочу к мужу, хочу на дачу, хочу в свою квартиру, и просто вот хочу побыть дома. Тая работает у нас, сидит, прям такая вся деловая. Мы уже в Польше, заехали в Макдональдс, и у нас вышла такая накладочка, что у меня отель в Польше забронирован с завтрашнего дня, а мы уже, в принципе, в 100 километрах от него, и мы, короче, сидим до вечера, не знаю, что будем делать, гулять где-то пойдем или как, но отель уже проплачен, и за еще одну ночь я оплачивать не хочу. Вот. Короче, или будем в машине спать, или где-то будем лазить до 12 ночи, а потом спать, не знаю. А отель у нас такой прикольный, я вам его завтра покажу. Это катамаран на реке Висла, и там очень такой интересный номер.